Всем добрый день, дорогие гости канала и дорогие подписчики. Сегодня я бы с вами хотела поговорить о законе притяжения. Закон притяжения гласит, что то, о чем вы больше всего думаете в течение дня, становится вашей жизнью. Поэтому, когда мы сейчас с вами будем делать упражнение за 2 минуты, мы будем писать не первые слова, которые приходят в голову, а мы будем с вами писать целые фразы. Получится это примерно следующим образом. Я хочу, чтобы за 2 минуты вы написали фразы о том, какой вы желаете видеть свою жизнь. Помните, что формулировка должна быть в настоящем времени, будто это уже произошло, без отрицательных частиц и желательно, конечно же, с вашими чувствами и эмоциями, которые вы будете испытывать. Условно говоря, я счастливая обладательница квартиры в Москве, например, да, то есть, или я счастливая мама здорового ребенка, да, то есть идею вы поняли, об этом я чуть подробнее потом расскажу. Ну, в общем, все, что для вас в вашей жизни важно, не забываем, это здоровье, семейная жизнь, то есть ваши отношения, ваше финансовое благополучие, то, где вы живете, ваша реализация, то есть все, что вы желаете. И это самое мы притянем в свою жизнь. Готовы? Поехали! Заканчиваем. Звонит таймер. Все представили свою роскошную счастливую жизнь, у каждого она своя, да, можно даже как-то пронумеровать. У меня получилось 2, 3, 4, 5, 6 таких важных аспектов. Ну и все же мы посчитаем не количество предложений, а мы посчитаем количество слов. Как всегда, мы разогрели наши нейроны. Сорок 49. Прелесть какая. Ну что ж, готовы?
Закон притяжения гласит, что то, о чем мы больше всего думаем в течение дня, и становится нашей жизнью. В нейрографике существует 4 вида спиралей, и сегодня мы с вами поработаем с одним из них. Спираль в нейрографике – это некий прообраз Вселенной, который сопровождает бесконечный процесс изменений. И собирая энергию, вот можете подышать над листом, да, Вселенная и поле, оно не ограничивается нашим листом формата А4, оно несколько больше. И, условно говоря, вы можете себе в своей голове представить, будто поле далеко-далеко за пределами этого листа. И сейчас, собирая вот эту вот энергию, можете примериться, как вам будет удобнее, как вам будет комфортней. И закрутим энергию внутрь себя, начиная против часовой стрелки. Видите? Я хочу собрать всю энергию, сконцентрировать ее на себе. И из этого уже выпустить в мир свои мысли. Готовы? Давайте посмотрим, сколько получится. Вы так примерьтесь, подышите. Можете перевернуть лист и еще раз взглянуть на все свои. Можете их драйверами назвать, да? На все то, что вы хотите притянуть в свою жизнь. Готовы? Какая-то такая спираль у меня получилась. Удивительно. Ну что, я бы хотела... Причем, видите, она не... Если она где-то у вас так же, как у меня, моментами пошла, пусть, оставьте. Можете ее пронейрографировать. Видите, она тут где-то переплетается. Вот какая-то такая спираль у вас получилась. Собирайте всю энергию Вселенной. Вот она приобретает более такие черты уже, да? Чтобы все было понятно. Можете еще раз по ней пройтись. Ведите и думайте о том, как вы концентрируете всю энергию, силу всей Вселенной в одной точке. Вы собираете всю энергию и направляете ее в одну точку, внутрь себя. Можете сразу поокруглять. Спирали, они для меня лично, не забывайте, что очень важным моментом, когда мы рисуем, что-то делаем, даже когда желания загадываем, желания пишем какие-то, очень важным моментом является то, что лично то, с чем лично для вас, у вас ассоциируется та или иная вещь, тот или иной предмет, та или иная формулировка. То есть кто-то считает что-то абсолютно нормальным, а у вас вот совершенно душа не лежит. Поэтому сейчас ваша задача представлять, как энергия всей Вселенной закручивается, концентрируется в одной точке. Я думаю, вы все знаете, куда мы ее ведем. Вглубь себя, конечно.
потому что центр нашего поля, центр всей нашей Вселенной всегда мы. Кто этого еще не понял, добро пожаловать на челлендж. День 1, начинайте, и жизнь изменится как по волшебству, да. Главное делать. Люди все всегда всего хотят, но никто ничего не делает. Делать никто ничего не хочет. Но вы не такие, поэтому лист можно крутить, если вам удобно, пожалуйста. Попробуйте подышать и почувствовать. Вся сила Вселенной, мудрой, опытной, она существует миллиарды лет. И мы весь ее опыт, все ее знания сейчас собираем и концентрируем в себе. Посмотрите, вам, может быть, кажется, что у вас лист начинает вибрировать, что вся энергия начинает вибрировать вокруг. Ощутите эти энергии. Можете на минутку закрыть глаза и увидеть космос, увидеть звезды. Где-то не округлили, неважно, к работам можно возвращаться, можете вернуться потом и все доделать. Особенно, когда вы перейдете к цвету, это будет очень наглядно видно, если где-то что-то не заметили. Просто чувствуйте энергию, собирайте ее сейчас. А я вас хотела поблагодарить. Такое количество отзывов о челлендже. Просто невероятное количество благодарностей, которые я увидела. Я увидела, как изменились ваши жизни. И вы знаете, я вам безумно за это благодарна, потому что именно эти отзывы, такая вот колоссальная энергия, это дает мне больше сил, энергии, восторга двигаться дальше, да, делиться с вами знаниями. Отдельная благодарность вам за ваши благодарности на карту тоже, и это невероятно просто что-то. Поэтому всем спасибо огромное. Кто еще не был на челлендже, присоединяйтесь, он находится, есть специальный плейлист, 21 день мы рисовали один и тот же рисунок и работали с одной и той же установкой. Богатство наполняет мою жизнь. Может, у него фантастическое количество просмотров, да, для мой канал относительно молодой, сколько, 7 месяцев каналу, и набирает сам столько вот просмотров, столько отзывов там есть уже, и я очень часто выкладываю во вкладке сообщества ваши отзывы. Люди пишут, люди делятся, и очень часто не хватает, к сожалению, некоторым веры в себя, и вы здесь наглядно видите. Это живые люди все, да? Ага, он смог, значит и я смогу. Конечно, сможете. Вперед, начинайте работать. Даже сейчас маркер в руки и поехали. Притягивать все, что только можно в свою жизнь. Может быть, вы видите себя какой-то медийной персоной.
Может быть, вы видите себя успешным человеком, может быть, вы наоборот в тени. А может быть, вы можете себе позволить выбрать, хотите быть в центре внимания под светом софитов или же оставаться за кулисами. Может быть, вы желаете огромное количество источников дохода. Может быть, вы желаете здоровья себе, своим близким, качественную жизнь, образование. Может быть, вы желаете мира во всем мире. Думайте о том, чего вы хотите больше всего, и это проявится в вашей жизни. Какая красивая спираль получается. Мы приближаем к себе исполнение наших желаний, мы притягиваем к себе наши желания. Для меня нейрографика вот действительно сродни какой-то некой медитации, очень глубинной, очень яркой, где я не просто провожу сейчас линии маркером, у меня на листе как будто экран, где всплывают картинки, и я действительно ощущаю все эти эмоции. Я вижу эти источники дохода, роскошные автомобили, счастливые процветающие страны, огромные путешествия, высокие горы. Мне в буквальном смысле тяжело держать огромный рюкзак на плечах, потому что мы идем на вулкан какой-то. То есть и не просто рисую, а проживаю все эти впечатления, все эти эмоции в своей голове и проживаю их всем своим телом. У меня тут возник вопрос. Я сама знаю, что все, что у нас есть в нашей жизни, мы притягиваем сами. Но вот бывают же все равно какие-то ситуации, которые, ну как я могла это притянуть, да, я такой осознанный человек. Это случаются некоторые проверки. А как ты справишься, а как ты реагируешь? И самое главное, не концентрироваться на этом. Пропускать мимо ушей точно так же, как пропускаете мимо ушей любые какие-то там негативные новости. Я думаю, вы все это уже имеете. Ну что, наше фантастическое, наше невероятное. Можете подержать ладошки, закрыть глаза и почувствовать, какая энергетика сильная исходит от этой спирали и прям проходит, входит в ваши ладошки и золотым светом разливается по вашему телу. Фантастическая энергетика. Ну что, поехали. Переворачиваем листик, смотрим на жизнь своей мечты, на все то, что мы хотим притянуть. Здесь также очень важный момент. Можно и нужно прописывать то, что у вас уже есть. Условно говоря, если вы счастливы в браке и вы живете в счастье, любви, процветании, богатстве, то это можно прописать. Мы же хотим, чтобы это продолжалось. Вот, ну что, мое первое желание, где оно у меня? Мой закон притяжения.
Вот оно мое. Я счастливо живу. С тем-то, тем-то, там-то, там-то. И вот как вы живете в этот момент, когда вы рисуете, вы должны увидеть и прочувствовать этот момент. Услышать детский смех. У меня просто тут дети есть, да. Что вы делаете? Может быть, вы босиком по пляжу Коста-Рики бежите, или вы наслаждаетесь рассветом на островах французской Полинезии. То есть, ну, зависит от вашего желания, что вы написали, но у меня вот как-то так, я счастливо живу. Даже хочется циферку тут поставить, да? Дальше, второе. У меня много источников дохода. У меня уже их много, я хочу еще больше. Вот здесь вот. И посмотрите, если кому-то хочется, пронейрографируйте его. Одним из источников дохода всегда являются какие-то вклады, вложения. Ну, у меня это просто называется биржа, да. Вот, и я хочу, чтобы было больше каких-то возможностей, каких-то опций, и чтобы оно все побыстрее росло. Я знаю, что упало, я знаю, что точно так же через пару лет оно все равно будет выше, чем сейчас, и выше, чем было. Поэтому и хочу там много источников дохода, поэтому может еще откуда-то, может быть, я еще что-то придумаю. А может быть, я окажусь счастливицей, которая выиграет. Хотела сказать, что, и дальше задумалась, а что я хочу больше выиграть. Я хочу выиграть, условно говоря, там грин-карту, я хочу выиграть миллиард или что, да. Видите, он как бы, вот этот вот круг, он как бы так гармонично вписывается сюда, да. 2. Третье у нас, не обязательно все. Да, я искренне желаю, чтобы мой YouTube-канал приносил мне 1 200 000 долларов в год. Ну что, где мои 1 200 000? Такой небольшой, стабильный, твердый, уверенный кружочек мой. Миллион 200 000, хорошая сумма. Так. Три. Ну что, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Вот оно мое 4. Подумайте о том, прям рисуйте кружочки и визуализируйте, попробуйте увидеть себя в этом будущем. Это действительно залог, это не просто секрет успеха, это залог успеха. Как только вы сумеете увидеть и представить будущее и почувствовать его, то, которого еще нету, оно моментально наступит.
Еще очень важный вот такой момент. Нельзя соглашаться на компромиссы. Вы там, условно говоря, загадали какое-то желание. Хочу жить в процветающей стране, например, да. Вот, ну, в текущих условиях, да, я вам расскажу, все побежали в Дубай. Но для меня в Дубае жарко. Мне не подходит Дубай, например, да, то есть, поэтому оно все начинает приходить, но желание-то загадала, Вселенная работает, и оно начинает все приходить как-то через трудности, если вы не замечали. Вот, поэтому идти на компромиссы не надо. Можно проще загадать вообще. Я там счастливо живу, например, там в такой-то, такой-то стране с благоприятным климатом, то есть прописывать все это обязательно. Мы много путешествуем, наслаждаемся жизнью. Путешествие для нас очень важно. Это вот правда очень-очень важный такой аспект нашей жизни. Округляем сразу, вы видите, что я округляю все. Сейчас расскажу, что с этим хвостиком делать, не волнуйтесь. Одно из ярких впечатлений, и мне очень хочется испытать их еще раз, это был маленький остров в Индийском океане под названием Реюньон, где и погода менялась со скоростью света. Мы приехали, там было -2 у подножия вулкана, а на вулкане было +20. Ну и как ты одежду соберешь, да, с собой? Но это были одни из самых ярких впечатлений в моей жизни, и мне хочется, чтобы мы еще продолжали путешествовать и наслаждаться этим прекрасным миром, потому что он огромный и прекрасный. Так, 1, 2, 3, 4, вот это вот у нас 4, вот это вот у нас 5. Соответственно, 6. Чудеса случаются. Я очень люблю чудеса, я в них верю, и они всегда случаются. Рисунки могут быть похожими. Важна идея, важна мыслеформа, которую вы в них вкладываете. Вы можете брать один и тот же алгоритм, просто вкладывать разные мысли в то или иное. Главное, чтобы рисунок вам понравился. У каждого есть свое что-то любимое, и это классно. Ну что ж, проведем линии в социум. По законам нейрографики их нужно довести в социум. Наблюдайте, как меняются ваши ощущения, когда вы выводите линии в поле. Расслабленность, чувство спокойствия. Я сейчас не здесь, не сижу в нашей роскошной квартире. Я сейчас в круизе. По странам французской Полинезии. Наблюдайте, где вы, попробуйте прочувствовать всем своим телом то, что вы желаете. Как только вы сумеете приучить свое тело к этим эмоциям и излучать эмоции, будто у вас это все, что вы попросили, уже есть, это станет вашей жизнью.
Во Вселенной всего достаточно для всех. Если вам нравится рисовать, рисуйте. Если вам нравится медитировать, медитируйте. Если вам нравится танцевать, танцуйте, неважно, что вы делаете. Главное, ловите вот это вот ощущение, впечатление своего будущего. Вот. Как-то так оно все происходит, получается. Наблюдайте за саморефлексией, уже такое чувство уверенности, спокойствия. Даже одна работа меняет жизнь. Даже одна работа меняет жизнь. И люди продолжают рисовать не потому, что им хочется, да, потому что они хочется рисовать, а потому что они не хотят, чтобы волшебство заканчивалось. Ну что, я закончила, моя фантастическая спираль уже готова. Приступаем к архетипированию или просто разукрашиванию. Если кому-то вдруг жарко, холодно, наблюдайте за своими ощущениями. Я выбираю маркеры. И мне хочется начать с нашей спирали. Карандаши, господи, заговорилась. Фиолетовый, благородный, цвет благородства, цвет волшебства, цвет аристократов. Видите, что, то, о чем я вам говорила, когда вы переходите к цвету, все вот эти моменты, они становятся очень заметными, если где-то пропустили, где-то что-то не доделали, не доокруглили. Можно доокруглить, можно потом возвращаться к работе, но я все-таки предпочитаю отпускать бабочку в небо. Дышите, с меня, можно сказать, у меня чувство облегчения, чувство радости, умиротворение очень сильное. Разукрашивать я начала точно так же, как начала рисовать, собирая энергию в себя, в центр. Если вам вдруг захочется по-другому, делайте. Классно, что вы прислушиваетесь, но самые большие молодцы те, кто слушает себя. Захотела начать с желаний, пожалуйста. Мне захотелось именно так. Да, и у меня на это есть причина. Мы сначала закрутим спираль, соберем энергию на нее. Вот мы расположили на этой спирали свои желания. И по закону притяжения, то, о чем мы думаем больше всего, то, что мы расположили на спирали, учитывая, что мы собрали энергию, силу Вселенной, по закону притяжения мы притянем это в свою жизнь. Так вот просто. С цветом можно работать бесконечно долго.
Наблюдайте. Вот видите, какой сгусток энергии, сильный, мощный получился. Тут даже дорисовывать его не хочется. Я не хочу заключать его в какой-нибудь круг, пусть он вибрирует. Вы будете смеяться. У меня мокрые икры сейчас. Наблюдайте за своими ощущениями. Они невероятные. Попробуйте. Вот вроде сижу за столом, рисую, но мое тело, оно находится сейчас в горах. Как мне жарко там. Как мне трудно туда идти, но в каком я восторге. Ощущайте радость, смех, улыбки. Так, вот она моя спираль. Я хотела добавить оранжевого, но вот я теперь не уверена. Я хочу желтого и такого, знаете, изумрудного. Цвет благородства, цвет, может быть, у вас он... Ловите свои ощущения, с чем он у вас ассоциируется. Цвет аристократии, цвет каких-то, цвет какого-то монаршего дома, может быть, я не знаю. С чем у вас ассоциируется то, что вы делаете. Те цвета, которые вы берете. Ощущаете все эти эмоции. А может быть, это у вас травка на вулкане растет. Такое тоже может быть. Наблюдайте за своими ощущениями, за саморефлексией. Проживайте эти чувства. Будто то, что вы желаете, у вас уже есть. Ловите свои ощущения, ловите. Необыкновенное что-то получается. Ну что ж, и с этой стороны мне тоже хочется сделать мою спираль, чтобы она освещала темный космос своей энергией, своей силой.
вы мысленно в своей голове сейчас создаете, точнее, вы своими руками в своей голове сейчас создаете новые нейронные связи. В нашей голове 86 миллиардов нейронов. И еще больше синапсисов, которые соединяют их в нейронные связи. И вот эти вот нейронные сети, которые есть в нашей голове, они и управляют нашей жизнью. И мы с вами хотим просто создать новые, которые будут теперь влиять на нашу жизнь, создавать ее и выбирать наше будущее, которое мы с вами желаем. Так. Вот она, моя спираль, и теперь мои желания. Наблюдайте за тем, как меняются ваши ощущения. Видите, начала, я даже не помню, какой это кружочек у меня. Надо будет потом пересмотреть видео. Ваше подсознание уже запомнило все. Человек всегда живет по алгоритму. И как вы думаете, изменится ли ваша жизнь, если вы будете делать все то, что делали вчера? Нет. И позавчера? Нет. Так не работает. Именно поэтому нужно создать новые нейронные связи в своей голове и начать жить, исходя из того, что все, что вы желаете, уже есть в вашей жизни. Как только вы осознаете, что все, что вы желаете, уже есть мысленно в своей голове, это примите, потому что тот вы, который есть сейчас, вы не можете это иметь. Вам нужно в буквальном смысле измениться. Изменить себя, изменить свою жизнь, изменить образ своего мышления, изменить абсолютно все. Вот, и когда вы это измените, вот эта жизнь, о которой вы мечтаете, она станет вашей. Классно же. И если хочется вдруг просто взять и какой-то круг сделать тем цветом, который уже есть, пожалуйста. Я живу в процветающей стране. Кто бы сомневался. Жить можно в разных странах. Главное жить. Опять же, в моем понимании, под жить, для меня полгода это уже пожить. Вот. Перезимовать, можно так сказать, да, как угодно. Вопрос, что это для вас? Денежки, денежки, денежки. По-моему, это денежки. А, нет, это не денежки, это что-то другое. Деньги, вот. А вот этот круг я хочу сделать красным. Что же это такое, аж интересно? Да, это у меня и вот это деньги, вот это деньги. Вот этот круг означает, что у меня очень много источников дохода. Значительно больше, чем есть сейчас. Хотя сейчас у меня их много. Но всегда нужно хотеть большего.
Вот точно так же, как нет предела совершенству, не ограничивайте вы свои доходы. Сейчас этот карандашик возьму. У меня очень много источников дохода. Хочется прям прочувствовать еще сильнее этот кружочек. Посмотрите, какой он, вот с чем у меня, мои ассоциации, да? Какой многослойный, сколько много, как много здесь слоев. Как много здесь слоев в этом кружочке. Какие-то больше, какие-то меньше. Они все плотные, они уверенные, они стабильные. И я закончила. Я беру маркер, чтобы провести линии поля, добавить еще больше работы, больше энергии своей работе. Как вам хочется? Я притягиваю к себе огромное количество источников дохода. Можете проговорить какую-то фразу, которую вы прописывали. Я притягиваю в свою жизнь счастье, процветание и богатство. Округляйте все пересечения, которые у вас образовываются. Наблюдайте за саморефлексией. И все у вас хорошо, и все у вас прекрасно. Если где-то недоокругляете, можете потом округлить, не волнуйтесь. Так, и еще одну фразу. Еще одну линию мне хочется. Одну, две, три, четыре, пять. Сколько пожелаете. И фиксация. Что бы вы хотели зафиксировать из того, что вы хотите притянуть в свою жизнь? Кто бы сомневался, что я желаю много денег. Линии, фигуры фиксации может быть хоть линия поля, хоть спираль, может быть какая-то фигура. Я притягиваю в свою жизнь и здоровую, счастливую жизнь в процветающей стране, и безумное количество источников дохода, и путешествия, и фантастический доход от моего YouTube-канала в размере 1 200 000 долларов в год, это по 100 000 долларов в месяц. Я притягиваю здоровье, счастье, богатство, процветание. И вот все, что мне хочется. Счастливые, гармоничные семейные отношения. Округляйте, пожалуйста, пересечения. Сама сказала и забыла. Ну, а вам я желаю всего того, что вы сами себе желаете в своей жизни. Пусть все ваши желания исполнятся. Вас я всех благодарю за просмотр, благодарю, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь впечатлениями, делитесь своими результатами. Ну, а если вы хотите поблагодарить меня за классный контент или угостить чашечкой кофе, я буду очень рада.
Классного всем дня. Пока.